Здравствуйте, мои дорогие! Я вас приветствую на моем канале. Добро пожаловать! Сейчас хочу предложить гадание. Давайте мы посмотрим в ближайшее время самые яркие события, которые вас ожидают. Что карты расскажут, да? Вот, мы начинаем. Первые карты сразу будут нам рассказывать с вами, в каких энергиях вы находитесь сейчас, что происходит в вашей жизни. Для того, чтобы мы могли просто оттолкнуться. От чего оттолкнуться, да? Давайте посмотрим. Так, что такая серая пошла полоса? Что такое? У вас есть какие-то переживания, связанные с вашим домом, с вашей стабильностью. Как будто кто-то желает нарушить вашу стабильность. Это могут быть люди, могут быть обстоятельства, могут быть люди чужие, могут быть родные люди, да, которые рядом с вами, которые начинают что-то вот раскачивать лодочку. Вот ваша стабильность, вот ваш дом, вот ваша, скажите, пожалуйста, защищенность, да, и рядышком смотрите, какие карты. По тройке мечевой. Опять же, возможно, кто-то вмешивается в вашу жизнь, раскачивает эту ситуацию, нарушает ваш покой, вашу гармонию. Кто-то третий, если это речь о паре идет. Но это может быть и внутрисемейная какая-то история, да, когда мужчина, женщина, там дети, родители, и вот с кем-то трение может быть, и какое-то нарушение гармонии может быть тоже. Ну и внешние, конечно, обстоятельства, которые не зависят, могут от людей. Такое тоже бывает. Я вижу также по девятке жезловой, что вы боретесь как бы за свою стабильность, за гармонию в вашем доме, в вашей семье, где вы находитесь сейчас, люди, которые вас окружают. У вас есть момент такой показан, что вы стараетесь, да, все проконтролировать, все удержать в каких-то рамках нормальных. Вот, но и устали вы как будто от этого, устали. То девочки, вот когда в семье кто-то, например, какие-то трудности, прям вот разбитое сердце, и болеет, может быть, кто-то, да, может быть, кто-то проблемы личного характера в паре, либо у вас и у вашего, между вами и вашим мужчиной, да, может быть, одиночество надоело, собственно говоря, либо с мужчиной не лады, либо, может быть, у вас все хорошо, взрослые дети, у них что-то происходит, вот. Ну, еще могут быть, конечно, естественно, внешние обстоятельства, которые вообще от нас не зависят, когда вот надо куда-то уезжать, переезжать, что-то связано с домом, оставлять, может быть, дом. Вы устали по девятке жезловой, но всегда девятка жезловая нам говорит о том, что остался один шаг, да, десяточка, и будет какой-то период заканчиваться, трудный для вас. И, конечно, он уже будет, как вам сказать, заканчиваться на той нотке, что вы выиграли, да, что вы преодолели какую-то трудность. Поэтому эта карта советует, потерпите еще немножко. Скоро трудности будут как бы преодолены вами. Так, вот даже вторая линеечка, смотрите, какая она уже хорошая. То есть, вы знаете, нужно верить в лучшее. Обязательно все будет поворачиваться к лучшему. Вот смотрите, я вижу, что, возможно, это ваши планы, ваша сейчас, наша с вами визуализация, да, так как дальше все пойдет. Либо действительно вы видите, что это уже происходит, да, уже получается. Вот в семье десятка кубковая, это налаживание отношений, учитывая, да, что здесь был разброд какой-то. Может быть, кто-то из вас пережил, например, расставание, было вмешательство там какой-то, например, соперницы, разлучницы. Но видите, десятка кубковая. Здесь может идти как восстановление отношений, гармонии в семье. Может быть, первые шаги в этом направлении, но тем не менее. Девятка пентаклевая, финансовая, все-таки идет вверх, идут финансовые дела. То есть, например, не было работы, находите работу. Были какие-то, например, долги, вы рассчитались с долгами, их больше нет. Что-то такое решается с финансами, и хорошо. Девятка это хорошая крупная цифра. По тузу, здесь энергия идет вверх. Что-то будете добиваться, либо уже вы добивались, да, теперь будете получать этот результат. Может быть, вы даже перескок такой будет, да, из этой девятки, может быть, вы сразу пойдете даже в этот туз. То есть
как вам сказать, вот вы еще думаете, да, что еще надо чуть-чуть потерпеть, вот там месяц или 2 или 3, а оно быстрее будет выход в позитивной энергии, в какой-то просвет, понимаете, какие-то открытые двери. Вот, возможно, вы сейчас уже находитесь в этих энергиях, либо только начинается это все в вашу жизнь заходить. Так, видите, так вся пошла линейка уже к лучшему. Должно быть к лучшему. Так, Пентаклевая королева. Это вы, конечно, у нас. Простите, проверю микрофон. Сейчас. Угу. Так. Ой, смотрите, в каких вы тут энергиях. Ну, надо же. Что хочу вам сказать. У вас идут огромные возможности в ваши руки и шансы финансовые. Это будет что-то вообще переворот. Идет карта труда и накопления. Женщина держит в руках пентакль, и карта мага вышла, да, то есть открыты возможности. Смотрите, кто из вас сейчас задумал свое дело? Вы только, может быть, задумали, да, в голове его там держите, держали, просчитывали, думали, как это сделать, да, у вас все получится, можно сказать, даже выше ваших всяких ожиданий. Вам будет удача, будет вести, знаете, как повезет, вот в каких-то шагах, какие-то правильные советы вы будете получать от правильных людей, да, в удачный день, в удачную минуту все начинается. Вот что-то будет происходить с финансами, именно классное, большой рост. Опять же, финансы финансами, но вообще пентакли это еще возможности какие-то, да, поэтому это может быть какой-то шанс, который вы ухватите и который вас вытолкнет вот на какую-то, знаете, вершину. Может быть, например, кто-то из вас добивался каких-то документов, хотел, ну, переехать куда-то, да, например, в большой город, либо в другую страну. Это большой шанс. Это и трудно, да, но это и большой шанс и перемены. Я не говорю, что это всем нужно делать. Я говорю, что это просто как пример привожу, да. Либо новое дело, либо вот как новая жизнь с чистого листа. Может быть, кто-то из вас, например, общается с мужчиной издалека, он где-то, и вы видите вот какие-то новые вот эти шансы, вы их возьмете. Это же шансы, это же ваша реализация, понимаете? Опять же, не обязательно это зависит от какого-то другого человека. Женщина, пентаклевая дама, это еще очень часто, когда внутри вас есть огромный потенциал, и вы его держите в своих руках. То есть вы сами из себя, да, свои возможности будете развивать. Может быть, что-то есть у вас, какие-то таланты, они будут раскрываться и будут приносить вам очень хороший доход. Да, кто-то, не знаю, я образно очень говорю, там поет очень хорошо, и тут вы найдете работу, где будете получать и удовольствие от работы, и денежки за это, да, образно, потому что талантов очень много разных. Я просто взяла пример любой. Возможно, недавно какой-то вы взяли шанс, и вы еще, может быть, не увидели этих денежек, но вы знаете, что уже у вас в руках. Кто-то, может быть, вы писали какое-то резюме, отправляли, да, и вот здесь таким чудом по карте мага вам пришел ответ, что да, мы вас берем, понимаете, вы понимаете, о, все, этот пентакль, этот шанс у меня уже в руках. То есть вот такие у нас здесь показаны энергии, видите? Смотрите, даже в сигнификации, какой мы видим шаг за шагом, подъем, подъем идет вверх и вверх. Так, мне очень интересно вашу любовную историю просмотреть. Ну, сейчас еще несколько карт. Если не выдадут карты нам мужчину, то мы другим способом его посмотрим. Так, здесь, ну что я вижу? Смотрите, ваши перемены в вашей жизни к лучшему и вообще ваша, скажем так, ну, прорыв какой-то в жизни, да, он как-то осуществляется, сейчас вам объясню, вопреки. То есть вот вопреки, да, полно есть каких-то препятствий, а вы вопреки этим препятствиям все равно прорываетесь, вырываетесь куда-то в новую жизнь, в лучшую для вас. Что-то будет получаться вопреки какой-то борьбе, суете. Какие-то помехи идут. Опять же, то ли люди, то ли обстоятельства вам мешают. Даже вопреки вашим иногда, вы тормозите, вижу иногда, да, надо принять какое-то решение, а вы тут в паузе, я не знаю, как быть, я не знаю, как поступить, да. Вопреки даже всем этим обстоятельствам, перемены в вашу жизнь идут, скажем так, громкие, вот так хочу сказать. Не зря у нас и такой вопрос, да, яркие события, что будет происходить, а тут идут реально яркие события. Так,
Хотела только спросить, да, ну где же наш король? Мне интересно про короля узнать. Сразу вышел король, потому что мы уже хотим идти в отдельные расклады и варианты. И тут король вышел. Итак, пентакливый король какой-то у вас есть, либо был. Почему был? По пятерке пентакливой это может быть охлаждение, отдаление. Может быть, у вас и все нормально в отношениях, но человек далеко, и вы там не уверены в нем, да. Либо уже начинаете от того, что вы на расстоянии, немного начинают остывать ваши чувства. Вы замечаете, да, что человек как-то стал не таким, что-то не то говорит, да, не те глаза у него, да, не те разговоры пошли. Ну, что-то, понимаете, пятерка пентакливая карта жесткая, а это жесткий минус, который у нас вышел рядом с пентакливым королем, как человек ценный для вас, дорогой, да. Но рядом вышла карта фортуна. Знаете, здесь так можем читать. С одной стороны, может говорить как то, что фортуна отвернулась от него. Может быть, он сейчас в беде, может, заболел, потерял работу. Фортуна, она же тоже, понимаете, такая, может повернуться, может отвернуться. Но если рядом с такой картой, понятно, что отвернулась. То есть он сейчас в каком-то бедственном положении, может быть, король быть. Вот. Но может показывать то, что между вами именно что-то нарушилось, понимаете, как отвернулась эта же фортуна. Так тоже может показывать. Либо у него что-то произошло, либо между вами. Так. Иногда может даже это, так сказать, карты фортуна, что может быть то, что сейчас у вас между вами есть охлаждение, да, или отдаление, или вообще прервалось общение, да, нету встреч, допустим. Это в этой триаде фортуна еще может сказать, что вы со временем можете понять, что это было вам в плюс, да, то, что вы расстались, что вы, может быть, вы встретите гораздо более, ну, может, лучшего для вас человека, лучший вариант, лучшую партию. Еще три, ну да, три карты, и все, и мы идем в следующие варианты. Так, варианты будем смотреть. Ну что, карта мира. Глобальные перемены. То, что я сказала. Яркие события, глобальные перемены. Будет у вас новое начало. Причем, как я и вижу, не только в одной области, не только в работе, не только в реализации. Скорее всего, и в любви будут новые какие-то начинания. Вот вся триада об этом не то, что говорит, а кричит. Семерка кубковая – это выбор. Выборы будут, большие выборы, разные будут выборы у вас, как говорю уже в вашей реализации, так и в вашей личной жизни. И судя по вот этой большой, по значимости, огромная значимость у этой карты, старший аркан у нас мир, мы понимаем, что это будут какие-то все-таки события, ну, такие значимые в вашей жизни. Ну что ж, вот такое у нас сигнификация, дорогие мои. У кого вы понимаете, что да, что там для вас там откликнулось, да? Давайте мы пойдем теперь в варианты уже. Посмотрим яркие события в вашей жизни. Так, ну что, я дальше снова возьму новую колоду. Хочется мне с ней работать, да? Так. Так, и вот это будет у нас вторая колода. Вот такие возьмем мы камушки. Давайте так, вот так. Выбирайте, пожалуйста, мои дорогие. Кто не любит выбирать, да, некоторые пишут, очень раздражает, что надо выбирать, не хочу выбирать. Тогда просто возьмите первый вариант, да, как будто второго и не было. Вот и все, нет проблем. Так, дорогие мои, все. Кому дольше надо, больше времени, да, нажмите на паузу. А мы с вами приступаем. Итак, первый вариант. Яркие события в ближайшее время. Для тех, кому подошел только что расклад сигнификация. Так, что там будет? Подробнее, да, о работе, о реализации, что в семье происходит, что с личной жизнью. Все будем сейчас смотреть. Итак, ну что, начинаем. Ух ты, сразу такая карта идет, смотрите. Шестерка. Шестерочка идет кубковая. Но здесь понятно, да, по карте. Все прорисовано, все четенько, все про любовь. Какая-то дорога, свидание идет, жаркая встреча с мужчиной идет. Возможно, будет вот сопровождаться этими бокалами, шампанским. Хорошая, очень радостная встреча и времяпровождение. Может этот быть человека из прошлого, ну, не обязательно, да, не обязательно. Просто шестерка кубковая – это всегда какая-то радостная работа в этой, ой, работа, радостная работа.
Ну, по Фрейду оговорочка, да? Радостная встреча. Но может быть с кем-то из прошлого, но не обязательно, повторюсь. В этой колоде точно не обязательно. Дальше смотрим, что нам скажут карты. Так, дорогие мои. А смотрите, здесь уже прорисовалась у нас и вся история, с кем будет встреча. Итак, у нас идет кубковый паж и жезловая королева. То есть у вас будет это новая встреча, это четко понятно, потому что пажи это у нас всегда что-то новое, да, новый шаг, новая идея какая-то взбрела в голову, да, но здесь понятно, что новый мужчина, новое знакомство. Будет у вас встреча любовного характера, ну, может быть, не обязательно прямо сразу постель, но может быть флирт, там в кафе где-то будете проводить время, но может быть, конечно, уже так прям вот по-взрослому, что называется. Так, жезловая королева. Вот в этой колоде женщина прорисована, видите, в каждой колоде по-разному прорисована. Женщина здесь прорисована художником среднего возраста, которая немножечко устала от жизни, потому что очень много работала, очень много достигала всего, да. Но женщина очень, видите, здесь портфель прорисован, то есть очень сосредоточена на своей реализации, то есть, возможно, работа, профессия, учеба, там, что угодно такое, вот, да, реализация. Но точно женщина, которая очень нужна и важна реализация также и в сфере, ну, скажем так, человеческой, да, просто хочется любить и быть любимой. Вот смотрите, какая у нас тут шикарная пантера, да, она смотрит так, знаете, как перед прыжком. То есть тут нужно быть осторожной с этой женщиной. И она не каждому, эта женщина, как вам сказать, не каждому мужчине по силам, не каждому мужчине, не каждый мужчина ее даже завоевать может, потому что она любит умных мужчин, она любит состоятельных мужчин, реализованных, может быть, даже не обязательно состоятельных, потому что, ну, например, взять какого-то там преподавателя, который обожает свою работу, он, может, не очень-то и зарабатывает, да, но у него там, не знаю, сотни до тысячи людей, которые его любят, там дети, допустим, да, он обожает свою профессию, это реализованный человек, но, к сожалению, да, может быть, мало зарабатывающий, но тоже, кстати, не везде. Что хочу сказать, здесь именно прорисована встреча, очень прекрасная, очень приятная, которая, значит, мужчина вам нравится, подходит, понимаете? Потому что вот она такая интересная, у вас тут встреча очень для вас приятная идет. Новый шаг, какое-то новое знакомство. Вот так вот. Дальше идем. Так, а тут у нас пошли пентаклики, да? Окей, давайте посмотрим, что о пентакликах нам расскажут карта. Интересный момент. Итак, смотрите, дорогие мои, что нам карты говорят. Для некоторых из вас, вот вам кажется какой-то мужчина, что он уже у вас в кармане, да? То есть карта влюбленная здесь у нас прорисована, как пара уже вот расписывается, женится, все замечательно, да, энергии переплетаются, все хорошо. Идет карта вложений. Пентакли, это же у нас не только о пентаклях. То есть люди вкладывают свою энергию в построение отношений. И здесь есть ощущение, что кто-то из вас, либо вы, либо мужчина, кто-то из вас решил, что, ну, как бы, ваша половинка уже у вас в кармане. Уже хватит напрягаться, уже надо открыть свое истинное лицо, да, и без, скажем, без труда уже вы считаете, что ваш избранник, он у вас в кармане. Следующая карта, семерка мечевая, говорит, что это ошибочное мнение, что над отношениями надо работать постоянно. То есть, если кто-то из вас перестанет работать над отношениями, они могут начать разрушаться. Вот что нам хочет сказать эта линейка. Скажем так, это зависит, это вот с двух сторон идет, понимаете? Возможно, это даже совет двум людям, а не одному кому-то. Работать над отношениями. Если перестанете их беречь, лелеять, демонстрировать своему партнеру, да, что вы его любите, в том числе и он к вам, понимаете? Если вот на самотек пустите отношения без того, чтобы трудиться над ними, у них начнутся проблемы. Семерка – это не такие большие проблемы, которые нельзя преодолеть. Да, все мы знаем, потом идет 8, 9, 10, то есть как бы увеличение, укрупнение проблем. То есть, но тем не менее, над отношениями нужно работать. Вот такая подсказочка. Это для тех, конечно, кто в паре.
Для семейных тоже пар, да, вот вы там ссорились, допустим, помирились, все хорошо, ну фух. А оно и дальше нужно поддерживать, понимаете, в этот кастрик дровишки подбрасывать, чтобы все держалось на самом лучшем уровне. Вот такой вам совет. Но здесь, скорее всего, все-таки для пар, возможно, которые уже вместе, понимаете, которые либо ссорились, потом помирились. Вот что-то такое идет. Вот смотрите, что карты говорят. Из каких-то неуверенных, запутанных отношений будут выравниваться неуверенные, запутанные отношения. Вот, может быть, это именно они и показаны. То есть, например, недоверие. Например, если кто-то из пары, ну, чаще, конечно, мужчины, да, позволил себе куда-то там посмотреть в сторону, или вы нашли там какую-то переписку, да, флирт какой-то в телефоне там, или еще что-то в смс-ках этих. Вот будет что-то меняться, но это будет как бы трудом пары друг к другу обращенным. Выходит, вот даже показано как бы метода, что ли, как это будет сделано. То есть вот этим вашим работой вы выходите из разбалансированных отношений, из каких-то тайн, обманов. Вот, карта сила, это же очень сильная энергия здесь вложена, да, понимаете? И здесь вы будете именно сильны. В этой двух триадах у нас все здесь показано. Вы сможете восстановить ваши отношения после каких-то разрушительных моментов, когда они шатались, когда, возможно, вам казалось, что уже все рухнуло, да, и ничего не получится. Будете выходить из этих ситуаций. Кому-то вот даст Бог, скажем так, мудрость, либо и вам, и мужчине, может быть, конечно, и кому-то одному, пропетлять, вырулить вот эту историю на тот уровень, на котором вам нужно, на который вам нужно. Дальше идем. Так. Туз кубковый. Ну что ж, замечательно. Боже, девятка кубковая, иерофант. То, что я и говорю, видите, еще одна нам подтверждение, линейка идет. Именно мудростью вы возьмете этот свой кубковый туз и также девятку кубковую, понимаете, девчоночки? Мы же действительно с вами мудрые, правда? Мы же знаем, как нужно себя повести, чтобы получить то, что мы хотим на самом деле, да? Просто иногда мы не слушаемся этот свой внутренний голос, да, и просто рубим с плеча. Здесь вот понятно, женщина мудрая, которая хочет, чтобы мужчина с ней рядом остался, у вас это все получится. Даже больше того скажу, по иерофанту здесь идет какое-то как благословение небес. То есть, возможно, это показано у нас все-таки какое-то, ну, судьбоносное отношение, которое мы только что просмотрели, которые, возможно, просто проходили какое-то испытание свое, да, удержится пара или нет, устоит пара, либо нет. Также иерофант это у нас всегда законность, понимаете, когда вот принимается закон такой, да, то есть мы вот решили пойти там и расписаться. Здесь у кого-то и так будет. Кто-то, возможно, вы встречались, все шаталось, а закончится все свадьбой, понимаете, на самом деле. Но здесь, конечно, вот именно будет важно, знаете, мудрость, то, что карты говорят. То есть не рубить с плеча, да, не делать каких-то резких движений, резких поступков. Если вы хотите сохранить эти отношения, опять же, по кубковому тузу, здесь будет какая-то огромная радость. Вот может быть признание в любви, может быть предложение замуж для кого-то, да, радостная встреча. Смотрите, сколько здесь людей собралось, да, радуются. Вот эти бокалы у нас тут. Что у нас тут в бокалах, да, но здесь может быть и чай, но мы знаем прекрасно, что там может быть и шампанское. То есть вот такая история, это скорее всего касается все-таки той пары, которая, возможно, ну уже есть у нас такая пара, да, и в ней есть проблемы. Но мы рассмотрим с вами сегодня обязательно и новую пару здесь обязательно рассмотрим. Так, дальше идем. Дальше идем, что нам карты скажут. О, колесо фортуны, ну-ка. Так, ну здесь опять у нас точно как в сигнификации, смотрите, четко показано, что разворот фортуны в вашу сторону идет, и это судьбоносная история, связана с деньгами. То есть ухватите вы, возьмете в этот пентакль, этот шанс в свои руки, связанный с вашей реализацией. Присматривайтесь, к чему вас тянет, что вы умеете, что вы хотите, как вам хочется себя реализовывать. И берите эти шансы, потому что они идут. И я вижу, что прям по судьбе показано, что здесь будет большой прорыв у вас в финансовых ваших делах. Ух ты, вот это да. Итак, женщина, которая хочет любить.
У вас очень много нерастраченных чувств, нерастраченных эмоций. Возможно, долгое время в одиночестве, да, это мы уже, ведь расклад для многих людей, да, мы просмотрели уже пару, сейчас мы смотрим, женщина показана все-таки, которая была одна в одиночестве, но которая хотела рядом с собой мужчину и пару иметь. Вам идет император, мужчина, который не просто пришел, чтобы прийти и уйти, а который захочет остаться. Он вышел с картой мага, то есть человек будет, мало того, что он сам по себе император, да, ну, как вам сказать, состоявшийся человек, лидер мнений, да, это может быть руководитель какой-то на работе. Ну, какой бы он ни был на работе, для вас важно, какой он будет с вами, да, с вами он будет, можно сказать, волшебник. Вышла карта мага, да, то есть он вам покажет все свои таланты, все, что он умеет. Здесь человек, который очень много вам может дать, потому что он очень много имеет в разных сферах. И здесь понятно, что входит сюда и финансовое, и духовное, да, что человек, ну, интересный, интеллектуальный, там, может быть, у него золотые руки, может быть, у него там, как вам сказать, ну, опять же, там, не знаю, пару высших образований, да, он очень много знает, он интересный, с ним интересно и классно общаться, у него добрая душа, он темпераментный, он хороший в постели, да, это все тоже для нас очень важно. Человек, состоявшаяся личность. Вот такой мужчина заходит в вашу жизнь, и насколько видите, здесь он вам даст именно то, чего именно вам не достает. Потому что вышла карта мага, а у мага все стихии в его руках. Есть все стихии, которые только есть на земле. Поэтому мужчина вот такой заходит в вашу жизнь. Император, значит, вы его будете уважать, ценить, и его будет за что уважать и ценить. А он вас видит своей любимой женщиной, да, кубковой королевой. Ну что ж, идем дальше. Первый вариант. Ой. Первый вариант. Угу. Вот так вот, да? Так, ну и куда же без мужчины из прошлого? У нас не бывает, наверное, ни в одном раскладе, чтобы он не появился. Да, здесь, смотрите, как только у вас все наладилось, все, новый мужчина, замечательный, да, с которым вам комфортно, которого просто так еще и не встретишь, да, один-два раза в жизни можно такого встретить. Как только у вас все наладилось, все замечательно, появляется это чудо из прошлого. Чудо у нас здесь вышло в образе дьявола. О чем говорит? Человек, на которого нельзя опереться, допустим, либо обманывал, может быть, да, склонен к каким-то таким поступкам импульсивным, да, возможно, у вас было огромное притяжение друг к другу, да, что вы его понимаете, что он только появляется, вы не можете ему отказать, да, и сказать, нет, я там не хочу тебя видеть, вы все равно идете как заколдованная с ним навстречу. Вот он вышел, видите, карта. Скажите, пожалуйста, повешенного, да, то есть человек, подвисшие были отношения, значит, иногда приехал, там пришел, редкие, может быть, встречи, но вы не могли его забыть и, возможно, манипулировал вами, да, чтобы вот как он хочет, так и было. Когда он пришел, тогда и встречай, да, не тогда, когда вам удобно, а тогда, когда ему удобно. Вот такой вот. Посмотрите даже на эту фигуру, развалился тут, да, сидит. Он же знает, что он такой дамский весь любимчик, да. Скорее всего, не только вы, может быть, и многие женщины именно так его воспринимают и встречают. И здесь вот он появляется снова на вашем пороге, вы не поверите. Он хочет с вами стабилизировать отношения, стабильность хочет. Понимаете, в чем дело? То есть буквально там одним домом жить, да, ну, может, прямо и не жениться, но вот стабильности, не то, что было раньше, да, вот он приходит и предлагает то, чего вам очень хотелось раньше. Но сейчас у вас уже это есть, просто с другим мужчиной, понимаете, вот он появится. Ну, давайте посмотрим так ради интереса, насколько он искренен и сам он верит в то, что он может так измениться, да, чтобы вот прямо забыть свою сущность. Давайте посмотрим. Просто интересно, он сам верит в то, что он может. Так, прошу прощения, привыкаю к этим картам, вы поняли, да? Изучаю. Так. Ну, девочки, ну карты ж не врут никогда. Смотрите, он строит планы с вами быть, но он не строит планы остаться навсегда. Восьмерка кубковая вышла.
То есть все равно будет уходить. Он не изменился. Карты говорят о том, что... Я не говорю, вот некоторые мне пишут в комментариях, люди не меняются. Меняются люди. Люди меняются, мудреют и так далее. Меняются ценности. Но он пока еще к этому не созрел. Он строит планы, он вас хочет, он соскучился. Но по итогу посерединке вышла карта чего? Ухода все-таки. То есть он приходит, если он даже говорит, что он пришел навсегда, нет. Он пришел, он потом все равно будет уходить. То есть хорошо нужно подумать, стоит ли менять, да, нового мужчину на вот эти старые воспоминания. Вспомните сразу то, почему вы расстались, да, что он вам дал, как он с вами обращался, как он к вам относился и стоит ли оно того, да. Так, дальше еще несколько карт, пойдем во второй вариант. Видите, как нам четко тут раскрылось все. История. Так, в принципе, в первом раскладе уже мы все прочитали, да, события, новая встреча, возвращение, и у нас там классная реализация идет пентаклевая, то есть я вижу, что уже, в принципе, мы можем переходить ко второму варианту. Но сейчас мы вот это прочтем. Итак, смотрите. Задуманное вами дело, это именно для тех, кто, ну, возможно, свой бизнес надумал. Вам надо будет помощь, пентаклевая помощь, то есть денежкой. Хотя, может, конечно, быть и совет, но, скорее всего, все-таки денежки. Будет человек, который вам поможет в вашем деле, который только делает первые шаги. И обязательно это дерево вырастет и принесет вам очень хорошие доходы. Но на первом этапе какая-то помощь будет вам нужна. Может быть, прям физическая, не деньги, не совет, а прийти и поработать там вместе с вами, понимаете, как-то вас там поддержать. Это будет все сделано. Получите помощь. Может быть, помощь это будет от кого-то из друзей, потому что вышла тройка у нас кубковая, это радостная встреча, видите, собралась компания, люди отмечают, что-то радуются. Кстати, возможно, просто на какой-то вечеринке, на какой-то празднике, на какой-то встрече с друзьями, с подругами, может быть, вы поговорите, да, расскажете про свои планы, и кто-то вам скажет, я тебе помогу, я приду, тебе физически помогу, да, но вы там арендовали какое-то здание, допустим, будете там что-то открывать, свой какой-то салон, да, красоты, допустим, вот, и кто-то из подруг говорит, а мы придем тебе, и там мы поможем, просто дадим помощь, просто там уберемся, порядок наведем, да, вот такое тоже. Может быть, еще несколько карт, и мы пойдем во второй вариант. Так, яркие события. Ну, действительно яркое событие. Почему нет? Приятно же, когда ваши друзья так отзываются к вам, да, и приходят и помогут вам совершенно безвозмездно от всей души, от глубины души, да. Смотрите, дорогие мои, вы помните, да, прекрасно нашу сигнификацию, что там в самом конце у вас выпал выбор, что у вас будут выборы, как связаны с работой, так связаны с мужчинами. Смотрите, что идет. Новая дорога, новый путь, карта выбора, жезловая тройка и рыцарь кубковый. Поэтому яркие события идут в вашу жизнь. Смотрите, будет возвращаться мужчина из прошлого, император идет, это постарше какой-то мужчина, и рыцарь идет, это помоложе какой-то мужчина, и новый путь с этим молодым мужчиной тоже идет. Откуда-то вы смотрите на другие берега, тоже как-то будет не близко к вам, ну не с вашей там работы, не с вашей улицы и так далее, откуда-то. Это, кстати, конечно, может быть общение даже и такое там и виртуальное, но что хочу сказать, реально идет выбор. Вам идет несколько мужчин, у вас будет выбор. То, что по работе, да, какие там шансы, это я вам рассказала, прекрасно раскрыл нам этот первый вариант. Вот такой у нас получился вариант, дорогие мои. И сейчас мы пойдем во второй вариант. Так. Как вам эта колода? Некоторым нравится. Одна девушка мне написала, ой, какая страшная колода. Ой, а мне нравится, я все люблю. Необычное, такое какое-то закрученное. Почему нет, да? Ну и хочется же разнообразия, да? Давайте будем иногда колоды менять. Желательно каждый раз. Так, ну что ж, второй вариант. Что нам скажет? Яркие события на пороге. Давайте. Яркие события на вашем пороге. И сразу вышла карта у нас судьбы. То есть судьбоносное какое-то событие яркое будет на пороге. Какое же? С чем это будет связано? Пентаклевая королева, император, девочки. Ну вот как это может быть? Ну вот вы только посмотрите. Вы видите, что делается? Иногда дублируются прям вот варианты из вариантов, да, истории. Итак, какой-то мужчина есть.
Вы, конечно, здесь показаны Пентаклевой королевой, он императором показан, и с ним либо подвешенные отношения, вот видите, повешенный у нас вышел, подвешенные отношения с каким-то мужчиной может быть. Ну, раз они подвешены, значит, они проблемные. Согласны? Какой-то мужчина рядом с вами проблемный. Но вышла карта судьбы. Значит, может быть, у вас кармические отношения. Нужно отработать, какие-то узлы развязать. Давайте мы раскроем немножечко, что это за мужчина. Ну, вот вышла карта башни. Итак, я так хочу сказать. Этот мужчина может быть у вас как любимым человеком, с которым не получается, допустим, нравится и подходит, и все, но не получается, не подходят характеры, да, либо человек себе что-то позволяет, то, что вы не приемлете. И поэтому отношения непонятно, да, их оставлять, их разрывать. Кто-то из вас решает, оставлять эти отношения или уже их прекратить. Либо он, либо вы, либо оба. Также это еще может показывать этого короля, этого императора, может еще император быть показан, например, начальник ваш, с которым у вас проблемы. Может такое быть, и если это очень для вас важная работа, а у вас проблемы на работе, и вы не знаете, что делать, уйти или остаться, понимаете, что все как бы подвисло. Поэтому и так может быть. Для кого-то это, ну, не обязательно, скажем так, любимый человек, да? Дальше что? Так. Ну вот смотрите. Смотрите, что карты говорят. Вот это то, что у вас разрушается, вот с этим человеком, вы дама пентаклевая, вот император, у вас что-то разрушается. Да, оно разрушается. Оно реально разрушается. Оно не может дальше быть в той форме, в которой оно есть. Но как только оно разрушается, вы заходите на энергии фортуны. Фортуна поворачивается, то есть значит это неплохо, значит это нужно отпустить. Это тот человек, которого нужно отпустить. И в связи с ним, все, что с ним связано. Заходит в вашу жизнь фортуна. Идет у нас туз жезловый, то есть это вверх, подъем, это прорыв, это новые шансы, новые возможности. Открываются для вас какие-то двери. Вы знаете, если это какой-то мужчина, который вас там измучил уже, видите, вы показаны королевой, а он императором. То есть, возможно, он властный такой, да, как вам сказать, манипулирует, может быть, вами, да, привык, что все ему покоряются. И вы вот думаете, нужен он мне, не нужен, вроде и люблю, а вроде уже и устала от этого человека, да. Но, смотрите, после разрушения отношений с ним вы не останетесь одна. Вы идете, здесь совсем начинается новая жизнь. Опять же, смотрите, вот даже здесь показано, что ваша дорога, по которой вы шли, скажем, жизненный ваш путь, да, будет выруливать из каких-то глубин, из каких-то таких тяжелых, может быть, обстоятельств, да, в более легкие, потому что вышла у нас здесь все-таки шестерочка мечевая, а здесь обязательно выход на уже ровную, благополучную какую-то позитивную дорогу. Вот такие у нас идут подсказки во втором варианте. Смотрим дальше. Так, сейчас смотрю, скорее всего. Так. Итак, вот здесь я вижу в этой линейке, что кто-то из вас будет обращаться к взрослой, мудрой женщине, очень часто эзотерик, таролог, например, может быть, ко мне, на мои расклады вы приходите, да, верховная жрица идет, к которой вы будете обращаться с тем, чтобы в вашей жизни женщина эта помогла вам навести порядок. То есть, чтобы у вас пришла стабильность в ваш финансовый мир и ваш любовный мир. Видите, две четверки у нас здесь вышло, и вы хотите стабильности и в одной сфере, и в другой. Также кто-то может хотеть очень много денег, да, а кто-то по десятке пентаклей, а кто-то может хотеть семейное счастье, либо и то сразу, потому что это у нас карта также и семейная. И то, и, ну, как бы два вместе, да, стабильность. Смотрите, какая линейка, она просто волшебная, да. Верховная жрица, две четверки любовная и денежная, и десятка, которая нас показывает и любовь, и деньги. Да, вот есть ощущение, что будете вы обращаться. Также, дорогие мои, скажу, для некоторых из вас может проиграться, если в вашей жизни была, возможно, женщина, которую вы любили, которая любила вас. Сейчас эта женщина, может быть, ну, ушла уже из жизни, но вы обращаетесь
с молитвами к небесам. И она, являясь вашим ангелом-хранителем, возможно, сейчас заботится о том, чтобы у вас стабилизировалось все в вашей жизни, то, что вам нужно, то, что вам хочется. А она тоже хорошо знает, что же вам действительно нужно. Так, кто-то же из вас, третий вариант, может сам сейчас обучаться, пойти на какие-то курсы, да, что-то овладевать какими-то, скажите, энергиями, практиками для того, чтобы свою жизнь очень как бы на новый уровень поднять. Именно и финансовую, и любовную. Но здесь вот иначе просто не скажешь, понимаете? Либо кто-то вам это поможет, либо вы сами. Дальше идем. Вот так вот. Такие подсказки. Видите, вот здесь вот в первом варианте такого не было. Вот это пошло у нас именно во втором варианте такое открылось, да. Итак, есть какой-то человек. Это мужчина. А может быть, конечно, и женщина, но тогда она либо выглядит как мужчина, ну, бывает же такое, да, фигура, там, голос, еще как-то, либо в энергиях мужских, когда человек и сильный, и такой нервный, грубый, резкий, да, ну, либо это мужчина. Смотрите, какое-то вы дело задумали, а какой-то другой человек, мужчина, да, говорю же, либо женщина в мужских энергиях, во-первых, подсматривает как-то за вашим этим делом. И вы знаете, хочет его, ну вот слезать, видите, вот этим языком. То есть это конкурент может подсматривать, что вы там привезли, допустим, если вы что-то продаете, да, и взять вот у вас идею просто украсть и как бы перебить вам таким образом ваши торговые дела, да. Как что-то вот вы задумали, вы первые шаги делаете, и видите, здесь кто-то крутится, либо другие какие-то моменты и причины, как кто-то хотел бы вам помешать, да. Может быть, вы, не знаю, арендовали где-то, допустим, помещение для своего бизнеса, а соседям не нравится, что там происходит, и они там ходят, капают, что-то жалуются, да, что нам это не нравится и не подходит то, что здесь расположилось. В общем, есть какой-то мужчина, либо женщина в мужских энергиях, ну, хочет вам вот эту вашу поломать ваше дело. А это дело, между прочим, вы как бы мечтали о нем. Вот вышла карта звезды. Плюс звезда это у нас долгоиграющая очень. Это как бы надолго. То есть что-то вы задумали такое на долгосрочно, да. Но есть у вас вот либо конкурент, либо какой-то другой человек, который вам хочет помешать, хочет что-то вам разломать, то, что вы надумали. Давайте мы досмотрим эту ситуацию, что карты скажут. Может, какой-то совет будет, что с этим делать человеком, да? Давайте. Просто совет, что с этим делать. И мы определимся сейчас. Ну вот смотрите, какая подсказка. Иерофант идет. Иерофант у нас традиции, законы, законность. То есть и рядом с иерофантом пентаклевый туз. Это именно успех, да, вашей задумки, допустим. Это крупная сумма денег. Это что-то такое большое. Это шанс какой-то. То есть человек, который вам поможет и защитит вас. И это однозначно такой человек есть. Либо это законник, да, то есть, ну, та же полиция, почему нет. Но может это еще будет и человек, который просто даст вам очень дельный совет. Понимаете? Иерофант– это законность, это духовность. Кому-то вы обратитесь, и вам человек даст дельный совет. Но, конечно, не скрою, что вот это сочетание иерофант и пентаклевый туз еще может показывать, ну, прошу прощения, конечно, но может показывать, что вам придется, может быть, кому-то даже как бы взятку дать, чтобы, ну, чтобы вам никто не мешал, да, чтобы вы работали, как вы работаете. Это, конечно, совершенно относится не ко всем. И ну, в цивилизованных странах этого нет. Вот, но в постсоветских странах это есть до сих пор. Почему я говорю, что это возможно? Потому что вот это сочетание, да, иерофант и деньги крупные. Вот иерофант это у нас как бы, допустим, как Святой Отец, да, и крупная сумма. Вот это как-то как не паруется особо, да, насколько. Поэтому, это именно поэтому, что оно не паруется, не подходит как бы. Хотя ездят они там, да, на джипах, но не в этом дело. Можем мы прочитать, что это для него как запрещенное что-то, крупная такая сумма, да, вот он даже отвернулся от нее. Но мы можем это прочитать, что придется даже и так как-то сохранить свои росточки, свой бизнес. Вот, но это только один из вариантов. А так вообще я хочу сказать, вот по большому счету какой-то мужчина может вам просто помочь сохранить ваше дело, сохранить ваш бизнес советом, либо законом, да, защитит вас просто тем же законом.
Итак, дальше что я вижу? Опять же, что он защитит вам? Читаем дальше. Паж кубковый идет и кубковая шестерка. Понимаете? То есть вашу вот эту дорогу прекрасную, что вы надумали, ваши планы, ваши мечты, ваше что-то новое. Вот какой-то человек поможет вам защитить, закрыть, так скажем. Но методы, конечно, тут, скорее всего, проиграются у всех по-разному. Методы разные будут. То есть вы все-таки с помощью какого-то человека защитите свое дело. Дальше идем, да? Так. Что нам скажут карты? Так. Вы знаете, я вижу, что у вас все сложится и получится, что вы запланировали. С огромной скоростью вы выходите у нас в энергии императрицы. Опять же, здесь может новость какая-то, какое-то документальное подтверждение какого-то вашего успеха идет. Видите, вот птица и в клювике письмо несет. То есть какой-то идет успех, преодоление препятствий, какая-то скорость большая. И с этой вот огромной скоростью вы выходите у нас в энергии императрицы. Смотрите, вышло у нас здесь солнце. Вы будете довольны, вы будете счастливы вот этому своему прорыву. Скорее всего, ну, есть люди, которые будут, скажем так, способствовать вот этому вашему выходу на новый уровень, как бы помогать вам. Это могут быть новые люди, это могут быть ваши друзья, родные люди, а также, конечно, мужчины, которых вы любите, которые любят вас, да. Это образно любите. Ну, вы поняли меня. Итак, смотрите. Также вторым слоем информации, что я вижу, у вас будут налаживаться отношения с какой-то женщиной. Вот у нас императрица, вот у нас мечевая королева. Отвернулась от вас, надулась и так далее. Это может быть какая-то подруга, это может быть сестра, это может быть мама, кто угодно. С кем-то, видите, здесь вот меч, и капелька крови с меча капает. То есть здесь ссора была, какой-то конфликт, недоразумение и так далее. Между вами будут налаживаться отношения. И это очень скоро будет. Это вот. Можете вы посмотреть расклад, и, допустим, в течение там пары-тройки дней у вас с кем-то восстановятся, очень даже наладятся отношения. Подумайте, кто у вас есть такой. Что это за женщина, да, с которой у вас тут конфликт какой-то произошел. Ой, смотрите, второй вариант, он такой какой-то более разговорчивый, на мой взгляд, попался, да, такие темы раскрываются. Дальше посмотрим, что он нам подскажет, наш второй вариант. Так, идет тут разбитое сердце, что тут такое, будем смотреть. Вы знаете, я здесь вижу, что идет какая-то вот жажда отмщения, какой-то интересует вас мужчина, может быть, раньше интересовал, может, вы когда-то встречались, либо жили, да. И вот, насколько я вижу, есть такое ощущение, может быть, он вас либо обидел, как-то разбил ваше сердечко. Я вижу, что вы наблюдаете и дальше за ним, как он живет. Видите, гляньте на этот глазик, да? Человек наблюдает, как он живет, что в его жизни происходит. И вот есть ощущение, что у вас есть желание отмщения, вот что-то ему сказать, вот как-то, не знаю, может быть, если у вас там отлично вот наладится жизнь, как-то ему показать это, да, что посмотри, я без тебя не пропала, у меня все отлично, да, у меня есть любовь, у меня есть деньги, у меня есть реализация, у меня все есть. И вы знаете, ну, я понимаю, что это не для всех проиграется, да. Чаще всего люди, когда уходят из нашей жизни, мы о них просто забываем, да, идем себе дальше и отлично. Но бывает и такое, да, что человек настолько как-то насолил, что вот хочется, ну, что-то вот недосказанное ему как-то или высказать, да, либо что-то как-то показать, доказать что-то, да, высказать тоже очень может быть. Но вот здесь я вижу, что вышла карта, вот тот человек, у кого разбито сердце, он будет победителем. То есть так, если ваше сердце разбито из-за какого-то мужчины, то вы сумеете ему что-то вот или доказать, или высказать. Ну, конечно, если вы разбили кому-то сердце, какому-то мужчине, да, то и он, возможно, там как-то все время вас держал, ну, не то чтобы на контроле, но все время знал и знает, как у вас жизнь складывается, все, то, может быть, он как-то, ну, к примеру, да, расстались когда-то, вы оставили мужчину, там прошел год, а он тут присылает фотографии, ой, смотри, я женился, вам и все равно, но ему нет. Вот ему хочется вот показать, знаете. Поэтому тут, смотря, у кого было разбитое сердце, да. Так, дальше идем. Дальше идем, дорогие мои. Наш второй вариант на шикарной колоде.
А здесь вот смотрите, что я вижу. У вас получится избежать, либо как-то прекратить, перекрыть какую-то ссору. Как будто кто-то задумал, либо в разборке, выяснение отношений, либо еще что-то. Это именно идут вот пара, видите, как, возможно, два человека. Будет приниматься решение о выяснении отношений. Человек будет какое-то действие к этому предпринимать. Но есть ощущение, что вы принимаете решение, и вы как бы сильнее. У вас есть сила либо остановить вот этот поток. Но вы знаете, мы же не будем прям так очень укрупнять все события, которые мы видим, да, которые нам идут в раскладе. Это может быть самое такое элементарное событие, да. Кто-то вам там начнет что-то писать, не знаю, в соцсетях, да, и вы своей как бы силой, волей и властью просто человека заблокируете, скажете: да не хочу я тебя слушать, я не разделяю твою точку зрения, да, так тоже может быть. Но это может быть и реальная какая-то, реальное выяснение отношений, например, с родным каким-то человеком, ну, к примеру, там, со свекровью, да, вот она хочет вас повоспитывать, вот что-то порассказывать, да, ты неправильно там приготовила суп для моего сына, ну, приблизительно, да, вот. Но вы мудростью своей, силой своей, властью своей и своими какими-то активными действиями как бы закроете как-то ей рот, перекроете. То есть у человека не получится все, что она затеяла, развести. Вот не получится, вы будете сильнее. Так, дальше смотрим. Еще несколько карт. Так, жезловая королева. Угу. Так. Смотрите, у кого-то будет приглашение на свидание, жезловую королеву приглашают на свидание. И есть ощущение, что вы никуда не пойдете. Почему не пойдете, я сейчас проверю. Потому что у нас здесь ограничения. Ну, тоже элементарно может быть, да? Вас пригласили, а вы в этот день работаете. Или какие-то приболел кто-то, приболели вы, да, допустим. Все может быть. Вот идет приглашение на свидание, и человек, вы не можете, женщина не может пойти. Вот, нет движения. Двойка, мечевая двойка, это вот нет движения. Все как человек как застыл. Потому что есть ограничения. То есть куда-то не получится пойти. Давайте посмотрим, почему. И, ну, как бы, может быть и ничего плохого, что вы не пошли. Кто его знает, что там могло бы быть. Давайте посмотрим. Да, сорвется какая-то встреча, какой-то поход куда-то срывается у вас. Давайте посмотрим, что это. Так. Ой, мама дорогая. А знаете, почему не получится? Вот я там сказала, да, может, приболеет кто-то. Реально кто-то приболеет, а вы будете спасать. Вот будете давать чай, таблеточки, ухаживать за кем-то. И поэтому будет такая пауза. Ну, вы будете огорчены, что вы не пошли туда, да, на эту встречу. Ну, я думаю, что, может быть, она позже повторится, другой раз пройдет. Вы будете кому-то что-то помогать, отогревать кого-то своей любовью, своим теплом. Вы будете отдавать свою энергию какому-то человеку, и поэтому не сможете куда-то поехать. Вот так вот я вижу. Сейчас мы раскинем еще. Вот видите, сколько нам тут раскрыла колода. Действительно интересно. Так, а здесь у нас такая история. Есть мужчина. Он далеко от вас, он на отдалении от вас. Видите, карта мира вышла. Идет к вам с любовью. То есть вот люблю, не могу, давай будем вместе, еще что-то. Он далеко от вас, но он вышел с картой дьявола рядышком. То есть здесь может быть человек, который вам, ну, к примеру, показывает не всю правду, не все свое лицо. Ну, может, переписка, общение в интернете, когда он говорит: я свободен, на самом деле женат. Либо потом денег будет просить. Вот что-то такое. И он вообще сам человек не глупый, потому что это у нас идет мечевой король, это у него размышления, там, как вам сказать, он любит информацию, любит, читает много. Он не глупый, скажем так. Поэтому его, то, что он там задумал по дьяволу, это вот прям продумано, понимаете? Не ошибка какая-то, но что-то задуманное, понимаете? Вот он к вам подходит как бы с любовью, да, как бы с тузом кубком. Он реально может, очень даже вы можете нравиться, да, симпатизировать и так далее. Но то, что он обещает, то, что он рассказывает, скорее всего, это
неправда, потому что он вышел с дьяволом. Что-то он на дьявола посматривает, видите? Кстати, еще может быть воздушного знака зодиака. Обратить внимание на такого короля, никуда не деться, их полно тоже таких мужчин. Нужно, конечно, научиться их как-то отличать все-таки от хороших мужчин, от нормальных. Так, дальше смотрим вашу жизнь. Что будет заходить? Осталось... Ну, ой, смотрите, сколько пошло у нас здесь кубков. Мама дорогая, сплошные кубки, вся кубковая линейка. Итак, у нас здесь зашел маг. То есть в вашу жизнь зайдет человек, и он будет, ну, как маг, как волшебник. То есть настолько будет как-то умелым, либо могущественным. Могущественный человек, это, конечно, у нас, ну, очень успешный человек, который может все ему подвластно, то, что он хочет. И здесь такое ощущение, что человек идет, он влюбится в вас, с любовью идет. По восьмерке, видите, кубковая, здесь может быть такое, какие-то даже могут быть качели. Здесь, знаете, когда, например, мужчина, если взрослый, постарше, да, то он может внутри, это колебания могут быть внутри него. Если ему очень нравится женщина, он с полной любовью, но он себе думает, боже мой, ну такая разница большая, ну будет ли она со мной там через 5 лет, допустим, будет ли или не будет, да, а я сейчас весь мир к ее ногам. Это его внутреннее колебание. Он идет с любовью, этот мужчина, и он очень много может. Поэтому это может быть какой-то высокопоставленный чиновник, либо такой какой-то человек, видите, он золотые руки, может быть какой-то успешный там юрист, не знаю, хирург, там кто-то. Он очень много может, у него много связей. Человек много видел в мире, да, путешествовал и так далее, реализован очень. И заинтересуется к вам, просто падает к вашим ногам с любовью, но и немножко страшно ему. Но захочет он серьезных отношений с вами. Видите, вышла десятка кубковая. Захочет он именно вот жить вместе, семью, детей. Вот так вот захочет. Хотя вот у него внутренний такой есть какой-то страх. Вот это вот, видите, четко видно. Да, вот он идет, кубковый король. Видите, с любовью будет заходить мужчина в вашу жизнь. Скорее всего так, девочки. Вот зайдет такой мужчина в вашу жизнь, да, если он вам дорог, дайте ему почувствовать, да, что он вам дорог, что вы не играете им, да, что вам не кошелек его нужен, а именно он нужен, этот человек. Просто помогите ему это понять. Он заходит всерьез и надолго к вам, понимаете? Хочет семью, но у него есть какой-то страх. В вас будет, скорее всего, неуверенность. В себе-то он уверен. Вот такое у нас идет гадание, вот такие у нас идут подсказки. Я предлагаю сейчас на оба варианта, раз я на первый вариант забыла это сделать, да, еще посмотрим, что нам скажет оракул. Вот у меня замечательная тоже новая колода. Оракул мистических моментов. Давайте посмотрим, какую подсказку к нашим гаданиям даст оракул. Для тех, кому интересно, да. Итак, мои хорошие. Ну что, первое и главное в центре карты, я вам хочу сказать, у вас идет действительно какое-то якорение. То есть здесь идет ситуация, когда вы будете, вот как этот корабль, да, якорь свой уже опускать. Где-то вы захотите остановиться и скажете, это мое место, я здесь хочу жить, я с этим человеком хочу жить. Для тех, у кого есть уже мужчина, и вас другие вопросы интересуют, то здесь, возможно, вот работа, либо свой бизнес, ваша реализация. Вот вы для себя решите, и мне здесь нравится, я хочу заниматься именно этим. Вот здесь я оставлю свой якорь, то есть вы будете якориться, дорогие мои. Выбор будет вами сделан, и выбор этот будет правильно сделан. Смотрите, какие у нас шикарные карты. У нас, во-первых, здесь вышла карта благородства, ваши мечты какие-то, возможно, они очень чистые, идут еще как-то там из детства. Цветы это всегда очень что-то чистое, благородное, искреннее. Опять же, если мы говорим о любви, то мы понимаем по картам вокруг этого корабля, который, да, якорится у нас, что искренность будет с двух сторон, и со стороны вашей, и со стороны мужчины.
Это то, что я хочу сказать. Для кого-то вот это якорение еще может показывать, кто, например, хотел, планировал и переехал. Переезжаете вы, меняете место жительства, да, говорите, приезжайте куда-то, говорите, я здесь буду жить, все, я выбрал. Смотрите, у вас все там сложится, у вас все будет хорошо, ваша душа будет довольна, ваша душа будет расцветать. Вас будут люди окружать хорошие, которые будут вашу душу любить, понимать вашу душу, да. Здесь идет действительно такая вот, можно сказать, красивая ваша реализация, как в любовной сфере, так и в какой-то, ну, как вы захотите себя реализовывать, да, возможно, будут открываться какие-то даже дары и таланты. Вот такая у нас еще здесь идет подсказочка, мои дорогие, от замечательного нашего оракула. Всех люблю и обнимаю. Всем спасибо за то, что вы со мной. Не забудьте подписаться на мой канал, пожалуйста, и поставить лайк этому видео. Буду очень-очень благодарна. Все, пока.